Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно, волею судьбы оказались на канале Таро Немо. И наш расклад будет называться «Ваше послание» самой себе или самому себе из будущего. Что вы в будущем, которое пока еще далеко, сказали бы о дне сегодняшнем? Давайте с вами узнаем. Какой ваш взгляд вот именно по прошествию, когда что-то, знаете, может быть, у вас и прояснится, или когда пройдет какое-то количество времени, как вы, оглянувшись назад, посмотрите на день сегодняшний, на сегодняшнюю проблему или на какой-то вопрос. Ведь, как говорят, 10% это зависит от обстоятельств, а 90% от того, как мы воспринимаем. Вот давайте посмотрим с позиции позитивной психологии и учтем одновременно, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Но тем не менее вдохновиться мы с вами должны, мои дорогие, особенно когда сложно. Вдохновиться точно должны. Вот об этом карта, поэтому и мои слова «Паш кубков» – это хорошее настроение, это какая-то радость. Поэтому вне зависимости от того, какая у вас проблема, меня смотрит большое количество людей, правда? И понятно же каждому, что, ну так, в реальности, у каждого что-то свое. Но я могу сказать, что нас в будущем ожидает, видимо, какая-то в целом, может быть, в средствах массовой информации, какая-то добрая новость. Для кого-то это будет связано с детьми, может быть и так. Или с позицией, когда вы новым планом каким-то займетесь или новым делом. Может быть, это и хобби, и творчество, и работа, почему нет. Кто-то строит карьеру. Но вот это, конечно, наши эмоции. Это когда, вот как этот молодой человек пишет картину, он занимается любимым делом. Вот вы будете чем-то заниматься, и вам это будет приносить удовольствие. Но мы, тем не менее, спросим, давайте построим наш расклад, как вот вы сейчас чувствуете вот этот период, и как вы это видите в будущем. Именно уже, ну, более беспристрастным взглядом, что ли. Вот давайте узнаем, кто вы сейчас, как вы воспринимаете, что с вами сейчас происходит. Не пойми что, правда? По аркану Луна тысячи неопределенностей. Словно вот эта Луна закрыла Солнце, и, может быть, какие-то дела встали на паузу. Может быть, вы сейчас находитесь буквально дома или, ну, какое-то место, когда вы, ну, несколько ограничены в своих возможностях или буквально в четырех стенах. Потому что по аркану Луна, ну, есть как вынужденность какая-то, да? И одновременно это карта, когда мы должны себя сохранять. И карта где-то тоже может свидетельствовать о том, что, может быть, себя сохраняя, вы вынуждены сейчас с кем-то договариваться, пойти на мировую, кстати. Или когда обойти какие-то острые углы. Что вы можете чувствовать? А тут как раз эмоции могут шкалить, мои дорогие, или зашкаливать. Именно потому, что, да, может, и надоело что-то, а вот в реальности-то мы это переломить, изменить не можем. Да, эмоций много, толку мало. Вот как-то так. И, может быть, это вот вы, потому что по этому аркану у нас прекрасно работает интуиция. А мы сейчас с вами время в такое живем, когда, знаете, многие события, с которыми мы сталкиваемся, люди или поведение людей, или просто даже, чем бы вы сейчас ни занимались, здесь тоже пока еще не ясно что-то. И выглянет солнце, и все встанет на свои места, нам и карта говорит. Но вот сейчас вот как будто нужно аккуратным таким фарватером пройти, и, может быть, что-то не поддается ни логике, ни здравому смыслу. А вы именно это через интуицию, как подсказки вашей мудрости души, пропускаете и пытаетесь чего-то не разрушить и сохранить самого себя или саму себя. И у кого-то это могут быть темы личной жизни, дома в первую очередь. Кто вы сейчас? Ну, конечно. Но не только, наверное, дом, семья, дети, любимый человек или вы сами. У нас императрица. У кого-то из вас, мои дорогие девочки,
Ну, перекладывайте на себя сообразно возрасту и поставленным целям. Эти две карты будут говорить: «Я жду ребенка». И, может быть, непростое время, в непростой обстановке вы оказались, когда именно себя сохранять нужно, побеспокоиться. И ваше здоровье– это здоровье будущего малыша. Или, мои дорогие, когда у вас маленькие дети, вот может быть и так, это то материнство, когда, ну, всегда, конечно, есть определенная ответственность. Мы всегда за своих детей отвечаем, а если уже не отвечаем, так переживаем, правда? Но маленькие, они от нас зависят всецело. И поэтому у кого-то, может быть, это именно, ну, какая-то ситуация с вашим ребенком. Ну, и тут у каждого по-своему. У кого-то это в школе, у кого-то в детском саду, у кого-то просто даже дома, да. Но, может быть, кто-то пытается одновременно. Ведь у нас императрица плодовита и на большинстве колод беременна всегда. Так вот, это не только плодовитость буквальная, но имеется в виду плодовитость еще и на планы, на замыслы. Работа на дому у кого-то. И это по работе сейчас. Вот такие неопределенности и словно мрак какой-то. Как поступить, вы не знаете. Или в реальной жизни есть какие-то темы, которые, ну, от вас не зависят, от обстоятельства. Поэтому не теряем самообладание. Луна нам предвещает, что все-таки темнота это закончится. Но вы очень, если вот кто вы сейчас, это вы воспринимаете, что на вас как будто, ну, действительно многие вопросы как замкнулись, сошлись клином. От вашего важного решения какое-то продолжение зависит. И будь то продолжение проекта, или где-то это дела семейные, домашние, личной жизни. Но вот как вы решите, так оно и будет. Может быть, у кого-то по этой карте финансовая история. Кто вы сейчас, как вы воспринимаете? Вроде такая добрая карта, да, очень лояльная, наполненность эмпатией, чувствами. А вот и реальность, туз мечей. Поэтому снова нам говорят о каком-то лабиринте жизненном. Вот кто меня сейчас смотрит. Вы сейчас пытаетесь решить тот вопрос, мои дорогие. И даже пусть вы видите, что как тезис-план, да, вам нужно как-то поступить. Может быть, определенным образом в реальной жизни. Может быть, у кого-то этот тезис-план буквально прописан. Ну, такую аффирмацию вы себе делаете. А тем не менее, нам говорят, что есть еще, по крайней мере, сейчас тысяча неопределенностей, когда, ну, хотите вы того или нет, но вы можете зависеть либо от поведения других людей, может быть, поэтому вы себя и сохраняете. Вы можете зависеть у кого-то и от закона, кстати, потому что как-то нужно для вас, может быть, некоторые темы, которые именно касаются документов юриспруденции, тут нужно как-то красиво подписать, и это будет вас защищать. Потому что вот это место, иногда по аркану Луна мы словно сами ищем это место безопасности. Вот кто-то в поисках именно места безопасности, и вы его найдете. Или где-то вы уже по тузу мечей знаете, как вам действовать. Но, может быть, пока все просчитать до мелочей вы не можете. Вам очень хочется из этой путаницы выйти. И я должна сказать, у кого-то из вас, смотрите, ведь мечи– это у нас интеллект. Поэтому я могу, а рядом карта императрица. Императрица плодовита, как мы сказали. И не только на идеи, на здравые мысли, мои дорогие. Поэтому, несмотря на карту Луна, то, что у вас сейчас у кого-то много слез, иногда слезы, такое тоже может быть. Или перепады настроения, мои дорогие, да. Может быть, у кого-то даже эмоциональное выгорание. Когда была рутина, вот именно рутина, которая нас приводит к эмоциональному выгоранию, неважно, у кого что. Может быть, это и депрессия некоторая, апатия, у кого-то это много работы, когда словно вынуждена или вынужден работать. И, мои дорогие мужчины, кстати, перекладывайте на себя также. Это может быть, как вы, но в таких более женских энергиях, когда вам нужно эту эмпатию, заботу проявлять. Хотя я не исключаю, что для вас это может быть какая-то любимая женщина, и с ней нужно разобраться, и в конце концов из этого лабиринта вы должны, может быть, и выйти вдвоем. Но
Все же у нас женская карта, поэтому больше, наверное, наш расклад все-таки для девочек. Так вот, у вас этот выход, он определенно будет. И вы очень правильно сейчас мыслите. Но вот эти обстоятельства, ситуация, или когда, ну, сложно, да, вот даже наш какой-то план, который родился в нашем сознании, интеллекту даже не совсем сознание. Сознание – это шаблон. Сознание нас путает. Вот оно нам как раз и выдает такие темы наподобие карты Луна, потому что это привычка. Привычка поступать определенным образом, привычка что-то говорить или как-то определенным, опять же, образом откликаться, участвовать в диалоге, в обсуждении там, и так далее. А тут вот нужно сделать как-то все по-другому. И, может быть, вот вам нужно решиться. Кстати, следующая карта у нас победителя. И поэтому для кого-то, вот если мы все 4 карты, вам как будто нужно решиться. Но явно тут вам что-то может не нравиться. И вот, но больше всего из того, что вам не нравится, нет конкретики. Действовать мне таким образом или нет? Пятерка кубков рядом с шестеркой жезлов говорит о том, что да, и, кстати, это у кого-то из вас в какой-то, допустим, сфере жизни, а по аркану императрица символ нового я, как я уже перечислила, тут могут быть и дела личной жизни, и вопросы заработков, денег, откуда к нам они приходят, и конкретно жилье. Тут все сразу, тут все важно. Тут нужно все сложить в какой-то единый узор, чтобы это было как-то гармонично, карта гармонии, безусловно. И вроде бы вот в одной сфере жизни, мои дорогие, вот мы ведь все-таки смотрим, что с вами сейчас происходит, да? Что у вас в данный момент именно, прямо сейчас есть, то есть все-таки по аркану шестерка жезлов какая-то ваша победа или какие-то достижения. Вы многого достигли. Может быть, это и где-то и опыт. И поэтому эта карта, кстати, о сохранении наших сильных позиций. И вот императрица понимает, с одной стороны, нужно эти позиции сохранить, или у вас есть то, чего вы можете оттолкнуться словно, или на что опереться. Но это нужно переложить в какую-то новую плоскость, в новую парадигму, если можно так сказать. А по тузу мечей это все равно, вот эта путаница, она должна закончиться, ведь по тузу мечей мы на что-то решаемся. А пятерка кубков нам будет говорить, что еще не все победы на данный период времени вы совершили. И вот явно тут нет какой-то одной победы, которая больше будет, я вижу, касаться. То есть если мы говорим, о ком нам карты рассказывают, тут есть какой-то минус, когда, может быть, императрице приходится идти в одиночку, потому что кто-то вас подвел. Вы ожидаете подвоха. Есть какая-то душевная рана, от которой вы точно еще пока не оправились. Вас поддерживает, вот опять же, может быть, это любимое творчество, какое-то дело, у кого-то это ребенок, дети или мера ответственности, безусловно, по аркану императрицы она тоже проходит. Потому что буду я, будут и мои дети. Может быть, это по этой карте вы сейчас пытаетесь разрешить какой-то сложный вопрос даже по части личной жизни, который связан с предательством того человека, на которого вы очень рассчитывали, надеялись. Может быть, мои дорогие, вам что-то было и обещано. Тут явно есть какая-то заноза, которая пока застряла в душе. Может быть, вот эта грусть, апатия, она именно периодически о себе напоминает, потому что вот эта заноза, она как будто внутри нас, она сидит. Мы ее еще не достали. И вот, ну, посмотрим, что нам раскроют карты. Но, тем не менее, нам говорят о том, что вообще-то вот есть то, о чем лучше не вспоминать. И мы ведь не можем прогнать депрессию, правда? Поэтому не бойтесь своих чувств. Это тоже очень важно, мои дорогие, потому что мы учимся себе доверять, мы учимся себя прощать за какие-то ошибки или чрезмерную доверчивость. У нас ведь тоже, посмотрите, тут как будто девушка, 3 кубка разлитых, да, 2 еще полных, и стол такой накрытый, как будто в ожидании кого-то. Тут еще и в корзиночке что-то припасено.
Но вот 3 кубка каким-то образом получилось так, что они разлились. Может быть, она, ну, странным нам может показаться, да, что она наливала на песке. Или, может быть, она хотела, ну, такой антураж создать. Вот вы что-то хотели изо всех сил, вот что-то такое скреативить или создать хорошее, или, ну, как-то поступить, чтобы вас оценили. Вот, кстати. И для кого-то из вас вы, может быть, совершили какую-то ошибку, но вы об этом не догадываетесь. Ошибка ваша была, я вам скажу в чем, что вы ждали оценки от какого-то человека, персоны, а вам этот человек поступил с вами, точнее, не очень хорошо, и он был вам дан для того, чтобы вы себя научились ценить. Может быть, эта вот девушка наливала эти 3 кубка и где-то себе продумывала, что появится любимый, ну, если так немножко мы, да, пофантазируем, и как будто вот эти кубки, они будут ожидать на песке, омываемые волной, да. Ну, вот волна чуть посильнее пошла и смыла все, перевернула, вот как-то так. Тут ведь нам не говорят, что мы с кем-то не встретимся или праздник отменяется. Как будто этот праздник, он немножко из 2 частей состоит. Нам нужно сначала проститься с какой-то прежней ситуацией и не ждать чудес с той позиции, где их быть не может. Много сказала, хотя по каждой карте можно говорить до бесконечности, конечно. Ну ладно. Так что же у вас сейчас происходит? Да. А вы знаете, тут не обошлось без участия третьих сил, третьих лиц или каких-то обстоятельств, которые, возможно, воздействовали не только на вас, но и на вашу личную историю. По семерке жезлов здесь и могли воздействовать на человека, от чего-то отговаривать банально. Или когда человек сам меняет мнение, потому что сегодня думает одно, а может быть даже на утро, а к вечеру он уже думает по-другому. Вы столкнулись с теми людьми, которые именно пытались вас задействовать в какую-то игру, мои дорогие, или в какое-то действо само по себе, участие в чем-то. А вам-то это было не нужно. Вы проходите тот урок, когда императрица должна начать ценить самую себя, научиться говорить кому-то «нет», поставить себя на первое место. Вот эти как раз, вот эта карта, когда тут, знаете, много желающих на нашу силу, на нашу активность, на наши ресурсы. А карта ведь говорит, научись отступать, как будто в никуда, полшага назад. Надевать, условно говоря, вот эту шапку-невидимку. Вот, может быть, вы и сейчас анализируете. Ладно, если это каким-то образом с вами перекликается, смотрим дальше. Так вот, как вы это видите, эту ситуацию другими глазами, когда вы в будущем, из будущего, как вы видите сегодняшний день? Как вы видите вот все то, что мы говорили по аркану Луна? Спокойствие. Вообще ведь правильно видите, да? Только аркан Луна у нас говорит о том, что много эмоций, а аркан умеренности нет. Обратите внимание, наша ведьмочка, эта колода ведьмочек, так хитро улыбается. Да, может быть, вы с завязанными, закрытыми глазами сейчас, я говорила, да, словно нужно удерживать какой-то баланс, какую-то позицию. Может быть, и какие-то важные диалоги, внутри все горит, вы не согласны, но умом понимаете, что или интуиция подсказывает, не торопись, не пари какую-то горячку, не на импульсе чего-то точно не стоит делать, потому что баланс, как будто, да, стоя на одной ноге. Может быть, еще и на цыпочках, мои дорогие. Вот этот баланс необходим. Старший аркан. Когда старшие арканы, внешние обстоятельства, внешние люди, вы все-таки есть зависимость от того, что мы не можем изменить. И замечательная молитва, она сейчас используется, и я знаю в храмах, даже, по-моему, в православных, кто-то мне писал. Ну, вообще она уходит корнями в далекое прошлое, и мне хочется ее обязательно сказать. Боже, дай мне силы с душевным спокойствием
принять то, что я не в силах изменить. Господи, дай мне мужество изменить то, что в моих силах. Господи, дай мне мудрости суметь отличить одно от другого. Амен. Ну, это я говорю сообразно, я католик. Я когда-то очень давно услышала эту молитву в костеле. Ксенц говорил, тогда было произнесено им, он удивительный человек. И он сказал, что вообще есть сведения, что она от буддизма пришла. То есть, может быть, это Япония даже. Но точно, конечно, никто не знает. Поэтому есть то, что, знаете, любая молитва – это своего рода символ веры где-то, да, это очень важно. И символов много приходит в нашу жизнь. И неважно, откуда они пришли. Есть те, которые остаются с нами надолго. Вот как, наверное, эта молитва. Поэтому, да, нужно баланс пока держать. И где-то иметь силы с душевным спокойствием принять то, что вы не можете изменить. Но, может быть, нужно где-то и мужество, чтобы вот-вот, как будто вот эта какая-то темнота закончится, или вам нужно решить мудро какой-то вопрос по части вашего участия в том или ином деле. Но умеренность это не говорит о том, что очень быстро идут дела. Но в принципе вы очень мудро. Посмотрите, нет такого противоречия. Поэтому вы себе из будущего как будто сказали: «Держись», да, если мы спросили. Точно, смотрите, вы ведь очень здравомыслящие. И вот это ваша позиция, да, это как новый статус. Может быть, это у вас через работу, через творчество, через личную жизнь. Пусть это забота о детях и одновременно работа у кого-то на дому. Королева жезлов – это бизнес-вумен. Тут действительно больше будут девочки. А если меня смотрят мужчины, и вы увидели карту императрицы, первая ассоциация, которая связана с вашей женщиной, любимой, может быть, или важной какой-то женщиной, у вас более чем ресурсная женщина, мои дорогие. И если вы пытаетесь, словно, знаете, ну где-то давить авторитетом, ну, я могу смело сказать, вы ничего хорошего не добьетесь для себя. А здесь нужно вам понять, прочувствовать эту женщину. Потому что она имеет свойство закрываться. Вот именно у вас, и вам как будто вы даете себе совет из будущего, можно так сказать, ты умей себя сохранять по-новому. И вот этот черный кот, который в большинстве колод присутствует, нам говорит о том, что умеет хранить тайны свои и чужие, а также свои секреты. Рядом у нас дракон, то есть сила желаний, да, все, что мы с вами говорили в начале, когда уже хочется по-другому. Но, видимо, пока обстановка, которую вы реально оцениваете, вы понимаете себе, ну вот, наверное, вот-вот скоро, но вот еще не сейчас. Вы как будто наблюдаете за чем-то, за кем-то, и при этом принимаете участие очень продуманно. Вы стараетесь себя обезопасить. Вот это, мы с вами говорили, для вас сейчас единственно правильный выход. Но как будто, вот как по дракону, да, это сила желаний, может быть, и сила эмоций. Оно должно быть как-то очень правильно, на правильные действия употреблено, мои дорогие. И больше всего удачливо в работе с информацией королева жезлов и в деньгах. Так что кто-то из вас, мои дорогие девочки, вынужден сейчас свою собственную финансовую стратегию проработать, как будто создать себя, не привести к какому-то нулю, потому что продумать день завтрашний, именно день завтрашний идет по этой карте, но она об этом думает конкретно и сегодня. Что вы еще скажете, как вы видите именно эту ситуацию? Вот совсем скоро будет что-то меняться. Будь готова к неожиданностям. Или будь готов, рыцарь жезлов. И вот этот дракон, это как будто вы можете получить новость, и вам придется, может быть, вот так ваша реакция где-то будет на эту новость или услышанное. Может быть, это будет для вас внезапно, но я не могу сказать, что это внезапно. Вот тут может быть та история, которая долгое время тянулась. Может быть, вы даже от чего-то отказались в свое время.
А здесь как будто дежавю, и у вас теперь появляется как раз возможность подписать документ или с чем-то разобраться, принять окончательное решение. Но здесь вот тоже все равно баланс как будто нужен. И по рыцарю жезлов здесь приготовьтесь, мои дорогие, к тому, что действительно новости у вас придут, и они потребуют от вас быстрых, скорых действий. Возможно, вам придется куда-то поехать. Для кого-то из вас вы уже сейчас, может быть, ищете вот как место безопасности и допускаете, что вы куда-то можете отправиться, но просчитываете, где же я буду находиться. Что, чего, как, да, вот сколько стоит, если мы говорим о недвижимости. Может быть, это аренда, может быть, это покупка жилья и где-то продажа. Вот какая-то конфигурация определенная есть, две жезловые карты, и это вопросы и денежного порядка, или откуда к нам приходят деньги, ну и дела, работа, бизнес. Тем не менее, у нас пара выпадает, и поэтому король жезлов – это может быть какая-то весть от конкретного человека. Я не допускаю, что это может быть и чиновник, или какое-то ответственное лицо. Это точно так же нам карта говорит о том человеке, который может быть компаньон, партнер. Может быть, это у кого-то и семейный бизнес, тогда тут лихо закручивается все вместе, и эмоции. Может быть, и ситуация семейная, но плюс еще и где-то финансы. И тут у каждого свои какие-то нюансы. Ну, всяко бывает, правда, семейная жизнь у кого-то больше плюсов, а у кого-то это когда люди расстаются, и не просто там имущество нужно делить, да, а у кого-то и еще и вопросы, которые совмещаются с бизнесом. Но тут нам, хоть и пара выпала, тут какие-то вопросы вам предстоит решать. Вот будет очень много эмоций, приготовьтесь к этому. Но вместе с тем, карта нам говорит, надейся сама на себя. Это точно, потому что по королю жезлов как будто вам может отказывать какой-то человек содействие, но делать за вас не будет. И вам придется отделять словно зерна от плевел, потому что по этой карте человек говорит, что-то транслирует. Он может давать отдельный совет, почему нет. Он может на какой-то процент даже помочь, но это помощь через взаимодействие. Это не есть какой-то бонус, понимаете? Нам придется самим работать и самим принимать в чем-то участие. Поэтому вот эта победа, кстати, да, вот вам ее придется продолжать. Переложить как на какой-то, знаете, как состав. Когда поезд едет и, допустим, пересекает границу, не всегда совпадают рельсы, да, вот именно сама по себе железная дорога. Вот вам как будто поезд своего будущего нужно так несколько перенести, как вот на другую платформу как будто поставить, чтобы ехать дальше. Будьте к этому готовы. И как будто самой придется это сделать. Ну, я условно говорю, все это метафора, я надеюсь, вы меня правильно понимаете. Ладно, что вы из будущего себе еще скажете. Вот нам говорят, да, 2 кубка полных, и тут у нас 2 жезлов. Тебе есть от чего оттолкнуться. Не смотри в прошлое, это уже произошло. Вот сейчас по 2 жезлов мы как раз, вот как этот молодой человек, макет шара, да, Земли. Но это еще одновременно стеклянный шар, как видеть в будущее. Вот вас приглашают вот уже смотреть в день завтрашний. Что из сегодняшнего дня, в чем ты сильна буквально, чего ты добилась, на что ты можешь опереться. Тут понятно, что императрица сама на себя может опереться. Но вот какие-то ваши ресурсы, может быть, для кого-то из вас, это даже какое-то ремесло. То, что вы умеете делать очень хорошо. Может быть, отчасти у кого-то работа посредством интернета или каких-то цифровых технологий, может быть и так. Если, так немного мы с вами пофантазируем, и стеклянный шар, все-таки колода ведьмочек. Но тут может быть и конкретная профессия, которая оффлайн. Почему я так говорю? 3 жезловые карты. Тут нужно что-то, знаете, вот ваше умение, время, экспертность нужно переложить в какую-то реальную плоскость, за что вы получаете деньги. И это 4-я карта жезловая, да? Опять же, где-то отчасти деловой какой-то процесс или буквально материальный какой-то просчет по части, знаете, всегда, если мы просто берем даже грубо работу, мы должны всегда держать баланс, чтобы был эквивалент или было какое-то взаимодействие. И если мы отдаем свое время, энергию, силы, знания,
умение в чем-то, то мы должны получить за это вознаграждение. Вот вопросы вознаграждения. Иными словами, откуда к вам приходят деньги? 4 жезловые карты и по умеренности. С одной стороны, мы можем сразу говорить, что вы себе даете вот именно как будто совет, удели внимание именно стабилизации, как укреплению вашего положения, части финансового. Отчасти 4 жезловые карты, да, действительно вопросы дома. Но они так или иначе будут перекликаться с денежным каким-то вопросом или эквивалентом. Но нужно уже смотреть вперед. Где-то простить себя за, может быть, и некоторые совершенные ошибки. Сейчас все, уже не время этому. Не время каким-то сожалением. Я всегда хочется добавить по аркану пятерка кубков слова Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Вот вам осколки выбросить и вымыть пол как будто. Ну, может быть и так, а избавиться как будто, знаете, от какого-то мусора даже ментально. Вот, ух ты, как у вас, вы посмотрите. Да у вас прямо популярность какая-то. Вот, мои дорогие, кто работает, может быть, либо вы медийный человек, может быть, вы что-то пишете картины, да, у нас не случайно. Первая карта так переворачивалась, паш кубков. И для кого-то это вопросы творчества, или какой-то ваш план, или какая-то вот то, что вы хотите скреативить, создать или заниматься тем, что вам именно нравится. Потому что по аркану звезда здесь как раз мы добиваемся чего-то. И всегда хочется добавить всего в колоде карт 2 карты самых важных в старших арканах выбора правильного направления. Первое – это Солнце. Ну, вот и мы еще посмотрим, что вам выпадет. И Солнце – это где-то полгода. А это уже марафонский забег лет на 10-20. Вы как будто сейчас определяетесь, у вас много эмоций. Вам что-то очень сложно пока, ну, как соединить. Или вам кажется, это, знаете, нужно сопоставить какой-то пазл, который не складывается долгое время, и кажется, там какая-то ошибка. А тем не менее соединить вы можете, и у вас это получится. Это для вас, потому что сейчас как будто много сфер вашей жизни переплетаются воедино. И вам-то кажется, что вот это путаница, лабиринт. Но поверьте, вот пошагово, тут все постепенно начнет проясняться. И я так вижу буквально в ближайшее время. Но вы не можете с чем-то как будто себя пустить в тираж, просчитаться или остаться словно без грошей, мои дорогие. Все же я вижу 4 жезловые карты, а по бокам 2 старших аркана. Посмотрите, сохраняй себя. И все то, что я сказала, тебе это будет важно на десятилетие, мои дорогие. Для кого-то эта карта будет означать переезд, работа посредством интернет, цифровые технологии, ведь это эфир, пространство, интернет тоже, по аркану звезда. Нет ничего невозможного, а еще по аркану сбываются наши мечты. Давайте мы узнаем. Вот интересно, а что же такое скрыто? Вы как будто мыслите все правильно и правильно воспринимаете. Вот единственное, если тут какие-то, они могут быть воздействия третьих лиц, и вам даже, мои дорогие, я хочу сказать, это вы себе даете совет, строй правильные социальные связи, которые именно имеют для тебя какую-то перспективу, или, мои дорогие, банально вам могут пригодиться в будущем. Вот это вы себе тоже хотите сказать. Но тут пока по аркану звезда – это дистанция, да? Поэтому давайте мы немножко попробуем уточнить, что для вас скрыто сейчас, какие тайны раскроются. Вот именно о тайнах, чтобы вы себе сказали из будущего. Мы ведь просто чего-то можем не видеть. Так что это? Какие тайны раскроются? Точно что-то раскроется. Тут жезлов опять продолжаются какие-то деловые у нас больше, хотя, может быть, это личная даже жизнь, но вопрос оформления отношений. И у каждого по-своему. Туз жезлов – это как и информация, но это возможность, мои дорогие. И наше первое действие. Вот приготовьтесь к тому, что вы скоро что-то узнаете. Чего это будет касаться? Может быть, даже это новость, которая в средствах массовой информации. Но туз жезлов
словно делит жизнь на период до и после. Либо вы получите какой-то важный документ или сообщение. И тройка жезлов, приготовься, правда, все то, что я говорила по предыдущему ряду. По тройке жезлов это всегда любая тройка, карта будущего. Посмотрите, вот как точка нового отсчета, да? Может быть, это и есть точка невозврата. Вот у вас скоро прояснится, почему вы вынуждены были долгое время себя сохранять. Я вам смело скажу, что тут будет какая-то, может быть, даже метаморфоза. Вот будьте к этому готовы через информацию, через новость или через решение какое-то, через документ, через решение конкретного человека, может быть, по части даже работы или ваша собственная, как инсайт, когда вот вы уже решитесь таки. И это для вас, вот все то, что я говорила по аркану звезда, и будет означать какой-то очень важный первый шаг. Или мы с вами говорили о молитве, да? И вот это как: имей, Господи, дай мне мужество преодолеть то, что в моих силах. Вот вам придется вот-вот какой-то шаг, в зависимости от того, что вы услышите, увидите, или как какая-то возможность, вам на что-то надо решиться. Что тайно за вашей спиной? Конкретный человек. Это может быть как и близкий родственник, это может быть и супруг, супруга, да, ну, в зависимости от того, кто смотрит. Но это также карта, не всегда персональные карты двора, говорят именно о личности, а в целом говорят, какая сфера жизни. Понятно, что здесь две сферы жизни. Это единственный персонаж король в колоде, который умеет правильно так себя адаптируя, соединять воедино в какую-то гармонию, дипломатию две сферы жизни: финансы и собственные эмоции или личную жизнь. Вот вам, может быть, это будет связано с каким-то сообщением, или вы узнаете какую-то тайну о конкретной персоне. И эта персона может быть либо в круге вашего ближайшего общения, либо буквально кровное родство, либо это может быть даже человек, который и на расстоянии, кстати, да, тут я такое допускаю, но может быть это какая-то новость, которую вы уже сейчас ждете, но вам придется вот словно иррациональные какие-то принимать вот так с математическим подсчетом решения, но и одновременно что-то вас будет радовать, мои дорогие, понимаете? Тут просто нельзя допустить, чтобы мы попали в плен собственным эмоциям. Тут как будто радость приходит, но она всегда чревата, у нас словно замыленные глаза. Так что же там еще тайное прояснится? Вы можете узнать, кстати, эту новость, когда вы пересмотрите отношение к финансам, потому что вы даже для кого-то из вас вы будете пересматривать размер вашей помощи, размер вашего участия. Потому что вы теперь понимаете по пятерке Пентаклей, что все то, что мы сказали, как будто вот финансы, ну и правда, это один из способов взаимодействия с миром. Это, по сути дела, наши возможности. И вот вы именно свои возможности и ресурсы пытаетесь в материальный какой-то уровень переложить, а у вас как будто выбора нет. И при этом вам, да, нужно договариваться. Вот эти две позиции, смотрите, когда я сказала, умеет король кубков правильно как переключаться. Есть эмоции и есть какой-то материализм. Вот этот островок суши, это как раз и знаменует как какой-то базис, фундамент, который нам совершенно необходим. А по пятерке пентаклей это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания, раз, а это где-то вот этот кубок, и недостаток по финансам, а это вот этот островок, как бы материальный, да, островок суши. Вам действительно, может быть, вы о человеке скажете, что или конкретному лицу: нет, давай как-то мы тут разберемся в вопросах финансов. Я отчасти это говорила, и вам придется, может быть, кому-то сказать нет, дипломатично. Вы будете, может быть, экономить даже сами, мои дорогие, я этого не исключаю, потому что вы для себя поставите какую-то цель. Или вы, вот у вас приходит какая-то новость, и вам как будто нужно пересчитать что-то, переделать. Может быть, это у кого-то отчетность даже какая-то, правда? Но вам как будто видеть нужно действительно несколько дальше, нежели в моменте здесь и сейчас.
Так, что там тайное, вы еще узнаете. Ну вот оно, солнце. Иначе, если я не просчитаю все то, что я сказала, мы можем как предупреждение, кстати, эту карту тоже. Давайте будем реалистами, потому что следом идет солнце. Да, солнце иногда это наше эго. Вот хотим мы вот так, а по-другому не хотим. Но вы уже как научены каким-то опытом, безусловно, потому что от императрицы, как будто, смотрите, сначала первая у нас выпала карта звезда, да, далекое будущего. Вот вы, если вы программируете себя, или это не значит, что вот вы прямо создали какой-то план и пойдет вот четко по вашему сценарию. Нет, нам тут 1000 раз придется мелкие планы корректировать, но именно какая-то у вас цель должна быть поставлена. Вот далекая какая-то цель. Может быть, знаете, вот именно лет на 10-20, как по Плутону в Водолее. И тогда вам будет понятнее, какие мелкие шаги вы будете предпринимать в ближайшее время, как минимум месяцев 6-8. Но у вас что-то прояснится, мои дорогие. Мы спросили, что скрыто, что за вашей спиной. Так вот, это ведь карта ясности в первую очередь и ваших возможностей. Но для того, чтобы эти возможности получили как новую жизнь, какой-то новый эквивалент, да, тут и придется договариваться и быть дипломатом. Кстати, может быть, даже вот ведь пятерка пентаклей часто говорит, будет у тебя больше взаимодействия, мы уже говорили, стройте правильные социальные связи или как-то правильно общайтесь, может быть, в ближайшем вашем окружении, или помощь какая-то, да, карта императрица, то тогда нам нужно даже, может быть, и себе где-то режим экономии включить, ну, ему кому-то даже сказать, может быть, даже ближайшему окружению, что вот с этого момента будет несколько иначе. Подать это дипломатично, но, тем не менее, подать. Денежная составляющая сейчас у вас на первом месте. Поверьте, даже если где-то вопрос касается личной жизни, то для вашего партнера финансы – это не на последнем плане. Он пытается соединить свои эмоции и, кстати, материализм. И у него тоже может, вот по пятерке пентаклей, не очень хорошо это получаться. Вот, кстати, примите это к сведению. Тут не выбирать, тут нужно баланс держать, понимаете? Опять же, вот этот аркан умеренности. Но приготовьтесь, что какое-то известие у вас будет. Ладно, так что же еще тайное, чего вы не видите? Что вы сильнее, чем можете себе подумать. Аркан жрица. Что вы даже себя как будто не знаете так хорошо, как должно. Что многие вопросы вы вынуждены сейчас пересматриваете, меняете отношения, именно восприятие. Ведь в основе этой карты лежит в первых колодах Таро карта Ля Папесса. И исторический факт, мы его сейчас, конечно, не обсуждаем, но тем не менее я должна проговорить, поскольку, да, ему сопутствует очень много и фильмы, и книги, то есть популяризирован этот момент. Но тем не менее, поверьте, истина, она всегда где-то рядом, потому что есть бизнес, а есть истина, это вещи разные. Так вот, тот исторический факт, когда в лоне католической церкви стояла именно женщина, это было много веков тому назад, и пусть ее руководство, оно не продолжалось долго, 2 года и 5 месяцев, но по свидетельствам, да, или по разным источникам, по крайней мере, которые я находила, вы знаете, люди жили, вот пусть короткий период, но более счастливо, это правда. Но тем не менее, она умела себя сохранять. Она о себе не рассказывала тайну. Все думали, она папа, а вышла папесса, мои дорогие. И вот вам словно воспринимайте это как основной совет самой себе из будущего. Потому что у вас нет вариантов. Тут для вас как будто это так важно, как вот эта карта Солнца. Вы узнаете какую-то тайну и никому о ней не говорите. Вы поймете, может быть, об отношении конкретного человека. Вы увидите конкретную персону другими глазами. Но это должно оставаться в вашей тайне. Это вас сохраняет. Вы, словно вот эту шапку-невидимку, можете на себя надеть или будете знать, что такое означает полшага назад. Или словно я, как за кулисы, да, отошла, и меня уже не видно.
И это совершенно необходимо, и это будет для вас давать возможность увидеть, как будто наблюдать со стороны позиции, может быть, стороннего наблюдателя, когда вас это не ранит, не дергает где-то, эмоционально не служит этим триггером, который как заноза, да, потом у нас остается в душе, а вам теперь уже беспристрастно, уже все отгорело. И вот, знаете, вот это хладнокровие, по сути дела, мы часто связываем карту жрица с интуицией. А если мы разложим, что такое интуиция, это тандем пережитого опыта и интеллекта. Не сознание. Сознание – великий шаблон. Привычка, мои дорогие. А есть высшее знание, да? Если сейчас, ну, такая теория о том, что жизнь наша – это есть какая-то не только матрица в голограмме, да? Ну, так значит, где-то эта голограмма может как пролоббировать, провисать. Где-то есть точки соприкосновения, которые для нас вот через вот этот интеллект дают правильные подсказки на далекий период времени. Посмотрите, у вас 3 старших аркана, и они интересным образом расположились. Вы как будто знающий человек будете. Тут надо научиться доверять действительно самой себе. Ладно, давайте мы с вами еще один ряд выложим. Что же бы вы себе сказали из будущего? Какой совет вы себе дадите из будущего? Самой себе, самому себе. Ваш совет себе из будущего. Приготовься, что ты скоро будешь на развилке, но мы где-то с вами это говорили, что у тебя будет тот период, когда будет очень много новостей. И твой выбор, он должен быть осознанным. Не на автоматизме, мы только с вами говорили, не по шаблону. Тебе как будто придется на что-то решиться. Ваш совет себе из будущего. Но снова нам говорят о том, что придется баланс держать, мои дорогие. У нас тут жонглер, мало того, что жонглирует 2 пентаклями, так еще и на качелях. Ну вот представьте, какой должен быть баланс. Вроде как мы сами в каком-то должны быть равновесии. Вот много карт, которые об этом говорят. Через весь наш прогноз, да? И мы с вами говорили, стоя на цыпочках, может быть. Вот так вот, подглядывая одним глазом, да, и на одной ноге. И как будто по-другому-то никак. И про деньги, кстати, нам снова говорят. Видимо, пока, и, кстати, карты говорят, это для тебя. А вот, кстати, что как совет. У тебя сейчас прекрасный период для того, чтобы деньги сэкономить даже. Вот это ведь карта где-то об экономии. И есть такой момент, когда нам говорят, тебе тут не сколько через деньги нужно решать какие-то вопросы, а правильно договариваться. И, ну, какие-то, может быть, понятно, мы реальные люди, они шуты на картах, правда? Или пажи, какие-то персонажи. Но по этой карте нам как будто нужно именно самое необходимое купить и на этом остановиться. Мы обойдемся этими 2 пентаклями, потому что эта карта может свидетельствовать именно о какой-то цели, намерении, которая вас как поглощает. И вы на время, вот когда мы идем к своей цели, и Макс Фрай, я думаю, многие из вас читали, хотя это не Макс Фрай, понятно, это псевдоним, но мы скажем Макс Фрай, его слова. Если увлеченно заниматься каким-то любимым делом, то можно пропустить и апокалипсис. Обожаю Макса Фрая и обожаю многие цитаты. Поэтому вот мы, когда переключаемся, если до этого мы были, ну, больше так материализованы каким-то проектом, а тут мы понимаем, да не, держу баланс, вот как эта жрица, тут ведь тоже баланс между тем, что наяву, и тем, что скрыто. Скрыто вами, скрыто людьми. И как мы будем со всем этим взаимодействовать. И вот этот баланс двойной тут действительно проходит. Но по этой же карте есть еще спонтанность маршрута. Поэтому вы себе как будто даете совет, не бойся совершить какой-то спонтанный маршрут или какую-то поездку, на что-то решиться, может быть, в разведку, аккуратные действия, когда ты просто держишь, еще пока не выносишь вердиктов, но словно пробуешь себя в каком-то новом деле, в новом творчестве, в новой поездке, с новыми людьми.
И где-то по двойке пентаклей есть такой совет, который прописан в одной из колод. Пробуй, пока не получится или не надоест. Вот как через пробу вы постепенно, знаете, может быть, вот так на ощупь, да, как по аркану Луна, вы свой фарватер на ощупь ищите, и вы его найдете. Ваш совет себе из будущего. Мир, мои дорогие, поэтому баланс, мир, счастье, какие-то вопросы будут у вас, безусловно, согласованы. Это старший, последний аркан, и поэтому какое-то дело вы доведете точно до финала. Вот, может быть, начиная пробовать с чего-то, постепенно вы приходите к благополучию, изобилию, процветанию, но вы поймете, что вам нужно продолжать вот на этот долгий период времени. И вот карта мира еще и говорит о дипломатии, безусловно. Может быть, кому-то из вас придется даже с теми людьми, которые, ну, не вызывают у вас приятных эмоций, держать вот это перемирие. Потому как где-то и самим приходится пересмотреть, что да, я хотела много чего, но вот именно сейчас лучше этот баланс, нежели словно быть на ножах, да, вот мы говорим, есть в русском языке такая фраза. Поэтому тут мы никому ничего не докажем, а вот ресурсов больше как раз от мира. Какой совет вы еще себе скажете? Дадите. Работай, у тебя все получится. А я бы сказала, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но при этом вы себе даете совет, что да, это одна из лучших карт колоде на деньги, на работу. Все, я говорила об этом где-то. Второй ряд, нам просто карты это подтверждают. Но это возможность, правда? Где-то правильным расчетом, то есть как мы расходуем финансы. И с другой стороны, вы сумеете, как будто часто по этой карте люди, которые работают сами на себя, или дополнительные источники дохода. Может быть, то, что сегодня дополнительно, завтра у вас как раз это будет первостепенной важности. Вот может быть и такое, но это мы чем-то занимаемся. И при этом карта предусматривает, что мы изучаем что-то. Изучаем новое. Может быть, изучаем какое-то ремесло, изучаем языки, изучаем какие-то инструкции, законы, тут все что угодно. Нам именно нужно сохранять что-то на долгий период времени. И по семерке кубков, вы знаете, с одной стороны, это карта добрых эмоций, но это также карта, что мы должны делать какой-то выбор. Вы еще столкнетесь перед каким-то выбором. И вы знаете, вот, наверное, умение, как по аркану жрица, что-то, знаете, не замыленным глазом видеть, а более чем реально. Потому что вам придется как будто из чего-то выбирать. И долго нельзя прокрастинировать, мои дорогие. Здесь ни в коем случае нельзя как паузу какую-то продолжать. Вам, скорее всего, будьте готовы к тому, что вам нужно решиться. Может быть, вот с этой картой, как солнце, с этим и связано. Вы слышите новость и понимаете, что да, вот то, что было когда-то, может быть, в вашей ментальности, мне теперь нужно действовать прямо сейчас. Вот к этому нужно быть готовым. Что вы еще себе, какой совет дадите из будущего? Закрывай в прошлое дверь. По тройке мечей, вот посмотрите, в этой колоде измятая постель, разлитые чернила, списанный дневник. Вас уже нет в прошлом. И где-то нам напоминает опять вот эту пятерку кубков, что вот прошлое, оно уже не имеет значения. Вы уже даже вот как аркан жрица, да, те минусы, которые для вас означают именно опыт. Мы оставляем в виде ситуации и идем дальше. Вот здесь по этой карте вы идете дальше. Здесь будет важно, вы даете себе такой совет. У тебя какая-то прокрастинация может закончиться повторением ошибок. Вот тебя именно будет от вот этих иллюзий, ведь это карта иллюзорности. Тебя будет, как знаете, ну, может быть, мы часто говорим, по тройке мечей, что это как израненное сердце. И чаще мы в колоде Таро, как сердце, пронзенное тремя мечами. Так вот теперь уже сердце это не болит, все же зажило. И как будто у нас уже шрамы на месте прежних ран. Но, может быть, эти шрамы ноют на погоду, имеется в виду, это где-то грустный опыт, который нам говорит, ты туда не ходи. Ты вот не надень на себя розовые очки. Семерка кубков, да. Не замечтайся где-то. Тебе придется действовать, как, может быть, самому или самой, и при этом что-то правильно очень рассчитать. Но не попасть, может быть, в
какую-то иллюзию. Или когда тебе что-то будет обещано, оно тебя будет очень вдохновлять, и тебе захочется верить. А карта говорит, к этому у тебя будет какая-то ситуация из прошлого, в которой ты получил фиаско. И вот чтобы его еще раз не получить, слушай подсказки собственной мудрости. На кону что-то важное, мои дорогие. Вот это солнце никак нельзя упустить. Вот таким был наш сегодняшний прогноз. Солнце, мои дорогие. И первая эта карта у нас более такая далекая, как я сказала. Проясняться будет шаг за шагом многие, как и ситуации. Но поскольку вторая карта императрица, мои дорогие, умение себя сохранять и вместе с тем, и как и ресурсы, так и финансы, и, знаете, как новое качество жизни отстроить. Причем на далекую траекторию. Приготовьтесь к тому, что совсем скоро начнется все с новости. И вот такие вот советы, да, которые мы с вами услышали, говорят о том, что тут действительно у вас какая-то идет мощная перезагрузка. Перекладывайте на себя, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние, душевные, добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал, а я в описании под видео оставляю ссылки как и на свой сайт, так и оставляю ссылки на телеграм-канал, куда вы можете перейти и посмотреть. Там я публикую с разных каналов YouTube, у меня их всего 3 видео, да, в виде плейлистов, и это у нас будут прогнозы по знакам зодиака. В основном я делаю прогнозы. Но так и с этого канала будут видео, а также и публикации, ссылки на страницы сайта. Одним словом, оставайтесь со мной. Я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.